Остановите все, что вы делаете, потому что то, что Чонгук сделал через секунды после публикации новых фотографий Тэхёна, заставило весь интернет дрожать. Фанаты называют это самым неожиданным моментом года, и поверьте мне, вы не готовы к тому, что произошло на самом деле. Тэхён не планировал взрывать интернет той ночью. Он просто загрузил 3 фотографии, мягкое освещение, тихий фон и то спокойное, почти загадочное выражение, которое он демонстрирует только когда по-настоящему умиротворен. За секунды АМИ взорвались, посыпались комментарии, хэштеги взлетели до небес, даже СМИ начали их перепечатывать. Но ничто из-за этого не сравнится с тем, что произошло дальше. Потому что где-то в Сеуле Чонгук был в сети ровно в тот момент, когда Тэхён нажал «Опубликовать». Сначала никто не заметил. Он просто тихо прокручивал ленту, пока не остановился. Когда Чонгук увидел фотографии Тэхёна, что-то изменилось на его лице. Даже через низкое качество камеры, которая записывала экран фаната, люди клялись, что увидели вспышку удивления, теплоты и что-то, что он быстро попытался скрыть. Затем он сделал нечто столь неожиданное, что фанаты до сих пор спорят об этом. Он закрыл приложение, сделал паузу и снова открыл его, как будто ему нужно было посмотреть дважды. Вот тогда и случился этот момент. Чонгук нажал что-то на своем экране. Фанаты предположили, что он просто ставит лайк посту. Но звук трихого щелчка клавиатуры заставил всех понять – Чонгук печатал. И то, что он печатал, не было обычным комментарием. То, как он колебался, крошечная улыбка, появившаяся в уголке его губ, то, как он смотрел на свой экран перед тем, как нажать «Отправить», АМИ мгновенно поняли, что это не просто поддержка, это была не просто дружба, это было что-то другое. Через секунды интернет затих, а затем взорвался, потому что сообщение Чонгука не появилось публично, ни в посте, ни в истории, нигде, где фанаты могли бы его увидеть, что означало только одно – Чонгук отправил Тэхёну личное сообщение. И вот тогда начался настоящий хаос. Когда распространилась новость о том, что Чонгук отправил Тэхёну личное сообщение, АМИ перешли в режим детектива. Каждая временная шкала, каждый форум, каждый групповой чат взорвался. Что он сказал? Почему в личку? Почему сейчас, сразу после этих фотографий? И как будто бы вселенная хотела подлить масло в огонь. Тэхён внезапно вышел из сети. Ни ответов, ни лайков, ни историй, ничего. Вот тогда ситуация изменилась. Потому что всего через 7 минут Чонгук вышел в прямой эфир. Ни вступлений, ни музыки, просто он, в худи с растрепанными голосами, сидящий в тускло освещенной комнате. Он выглядел нервным. Той нервозностью, которая не возникает, если не только что произошло что-то важное. Фанаты немедленно затопили чат. «Ты написал Т, что ты сказал? Это из-за фотографий?» Чонгук засмеялся, но это был не его обычный яркий смех. Он был коротким, неловким, почти застенчивым. А затем он произнес фразу, которая заставила миллионы подтянуться. «Вы, ребята, это видели?» То, как он почесал затылок, то, как избегал камеры, то, как смягчился его голос, все это подтвердило, что только что произошло что-то серьезное. В тот самый момент люди снова начали проверять статус Тэхёна. Все еще не в сети, все еще молчит. И тут из ниоткуда телефон Чонгука громко завибрировал во время прямого эфира. Он замер. Его глаза метнулись к экрану. Он сжал губы, почти пытаясь не отреагировать. Чат взорвался. «Кто написал? Почему ты смотришь на Т? Чекай, не уходи!» Чонгук не ответил. Он просто улыбнулся той маленькой виноватой улыбкой, которая раскрывает все, не говоря ни единого слова. Он прочел сообщение. Он слегка кивнул, а затем прошептал, едва слышно: «Конечно, я их видел». Фанаты потеряли рассудок, потому что это предложение могло означать только одно. Тэхён ответил. И что бы Тэхён ни сказал, о чем бы ни спросил, на что бы ни намекнул, этого было достаточно, чтобы Чонгук немедленно завершил прямой эфир. Ни пока, ни объяснений, просто быстрый задыхающийся «мне нужно идти», и он исчез. В последовавшей тишине АМИ знали одно твердо – это сообщение изменило все. Когда Чонгук так внезапно завершил прямой эфир, интернет погрузился в безумие. Клипы момента, когда он сделал паузу, как смягчились его глаза, крошечная улыбка после прочтения сообщения Тэхёна – все это распространялось со скоростью лесного пожара. Но посреди хаоса выделилась одна деталь. Тэхён по-прежнему полностью молчал. Ни обновлений, ни историй, ни признаков активности. И это молчание было громче, чем все, что сказал Чонгук. Но АМИ не так легко обмануть. Кто-то запечатлел крошечное, почти незаметное изменение на странице Тэхёна. Что-то столь малое, что могли заметить только самые навязчивые фанаты. Внизу его профиля, где обычно указывалось время его последней активности, метка времени изменилась на 1 минуту. Он зашел в сеть всего на мгновение, ровно настолько, чтобы увидеть одну вещь. Фанаты мгновенно собрали это вместе. Тэхён был в сети сразу после того, как Чонгук завершил прямой эфир, что означало, что он все видел. Но вопрос был в том, что происходило между ними, что заставило их обоих исчезнуть с социальных сетей с разницей в минуты.
Ответ пришел неожиданно. Один фан-аккаунт опубликовал размытое фото, сделанное возле Hype в этот вечер. Черная машина прибывает к подземному входу. Сначала никто не обратил внимания, пока комментаторы не заметили нечто леденящее душу. Человек на пассажирском сидении был одет в точно такой же худи, которое Чонгук носил во время прямого эфира. Тред взорвался. Это Чонгук? Почему он так поздно в Хайп? Тэхьон внутри? Пока интернет спорил о теориях, произошло нечто другое, нечто еще более подозрительное. Тэхьон, наконец, нарушил молчание, но не постом, ни фотографией, ни словами. Он изменил песню в своем профиле. Мягкий, эмоциональный трек. Медленный, интимный. Песня о том, как кто-то появляется неожиданно, увидев что-то прекрасное, что не мог игнорировать. Текст песни был слишком близок к тому, что только что произошло. Армии немедленно запаниковали. Это о Чонгуке? Это связано с сообщением? Они встретились в Хайп? И тут появилась самая большая подсказка. Обновление песни Тэхьона продержалось всего 8 минут, прежде чем он снова удалил его. 8 минут. Столько же времени Чонгук был в прямом эфире, прежде чем внезапно его закончить. 8 минут. То же время, которое фанаты рассчитали между заходом Тэхьона в сеть и появлением машины у Хайп. Ничто из этого больше не было совпадением. Что-то происходило между ними. Что-то за кадром, вдали от постов и историй. Что-то, что фанаты не должны были видеть. А правда? Это было только начало. Часами армии спорили без остановки. Некоторые считали, что Тэхьон и Чонгук были вместе в Хайп. Другие говорили, что внезапное исчезновение Чонгука означало, что произошло что-то срочное. А меньшая группа, те, кто обращал внимание на мельчайшие детали, заметила нечто более странное. Сотрудники Хайп внезапно перестали публиковать что-либо. Ни закулисных фотографий, ни снимков коридоров, ни ночных обновлений. Как будто что-то или кто-то нуждалось в том, чтобы его держали в секрете. Но правда начала просачиваться сквозь трещины, потому что ровно в 1:12 ночи фанат, который жил рядом с Хайп, опубликовал короткое видео в социальных сетях. Всего 10 секунд. Лиц не видно, но звук был всем. В тихой ночи после того, как закрылась дверца машины, были слышны два голоса. Один мягкий, другой ниже, слегка задахивающийся. И хотя клип был шатким, армии мгновенно узнали эти тембры. Это были Тэхьон и Чонгук. В тот момент, когда были услышаны голоса, миллионы пересматривали клип кадр за кадром, громкость на максимуме, наушники в ушах, пытаясь расслышать каждый слог. Первый голос, Тэхьона, был спокойным, почти дразнящим. «Тебе не обязательно было приезжать так быстро». Второй голос, Чонгука, звучал нервно, но тепло. «Ты опубликовал эти фотографии, чего ты ожидал?» Армии потеряли рассудок, потому что это подтверждало все. Чонгук действительно поехал в Хайп. Он действительно встретил Тэхьона. И сообщение, которое он отправил, то самое, которое заставило его так внезапно завершить прямой эфир, привело его прямо к Тэхьону посреди ночи. Но запись на этом не закончилась. Прямо перед тем, как клип оборвался, фанаты услышали что-то тихое, почти слишком мягкое, чтобы уловить, если только не слушать повторно. Тэхьон сказал: «Тебе ведь не обязательно было приезжать так быстро», а Чонгук ответил тише: «Как я мог не увидеть?» Затем видео резко остановилось. Через несколько минут фанат, который его опубликовал, удалил клип. Его аккаунт стал приватным, все его посты исчезли, но армии уже скачали его. Тем не менее, удаление означало только одно: Хайп не хотели, чтобы этот момент стал достоянием общественности, а когда что-то удаляют так быстро, это никогда не бывает совпадением. Теперь фанаты требовали ответов. Почему Чонгук бросился в Хайп после этих фотографий? Что именно сказал Тэхьон в сообщении? И самое главное, что Чонгук увидел в этих фотографиях, что заставило его отправиться прямо к Тэхьону посреди ночи? Что бы это ни было, они явно не хотели, чтобы мир об этом знал. Пока что. Слухи об этой ночной встрече распространились по всему интернету, но была одна вещь, о которой знали лишь немногие. В подвале Хайп была специальная комната, куда никому не разрешалось входить, кроме горстки уполномоченных людей. У нее не было таблички, не было камер видеонаблюдения снаружи. И каждый раз, когда артист входил туда, сотрудники внезапно становились очень тихими. Той ночью два голоса, услышанных в просочившемся видео, доносились со стороны этой комнаты, и армии знали, что если Тэхьон и Чонгук находились в одной комнате, особенно в час ночи, это была не случайная встреча. Пока интернет продолжал гореть теориями, один анонимный аккаунт сотрудника, без фото, без имени, только слова «я был там»,
опубликовал сообщение, которое заставило всех замереть. Вы все сосредотачиваетесь не на том. Чонгук реагировал не на фотографии, он реагировал на то, что фотографии раскрыли. Через секунды посыпались тысячи комментариев. Что раскрыли фотографии? Почему Чонгук был единственным, кто заметил это? Почему он написал Тэхёну лично? Анонимный аккаунт ответил всего 2 словами: «Присмотритесь повнимательнее». Этого достаточно было отправить армии привыченной фотографии. Они увеличивали, повышали яркость, контраст. Некоторые фанаты потратили часы на поиски чего-либо скрытого. Наконец, после сотен правок обнаружилось одно маленькое открытие. На одной из фотографий Тэхёна, той, которая выглядела непринужденной, почти спонтанной, было слабое отражение в стекле позади него. Очень маленькое, очень размытое, почти невидимое. Но форма была знакомая, круглая, черная, как верхняя часть худи, которую Чонгук носил во время прямого эфира. И что делало это более странным, угол этого отражения ясно показывал, что фотография была сделана не в одиночку. В комнате был еще кто-то, и кто бы это ни был, он стоял очень близко позади Тэхёна. Фанаты немедленно запаниковали. Был ли Чонгук там еще до прямого эфира? Вот почему он выглядел таким шокированным. Что-то произошло за кадром? Как только отражение стало вирусным, анонимный аккаунт сотрудника удалился. Все следы исчезли. И ровно через час после того, как открытие взорвало интернет, Хайп внезапно закрыл все входы в подвал на срочное техническое обслуживание. Слишком внезапно, слишком необычно, слишком подозрительно. Потому что была только одна причина закрыть эту область. Кто-то не должен был знать, что на самом деле произошло в той комнате той ночью. И если Тэхён и Чонгук уже были вместе до того, как мир это заметил, то фраза Чонгука во время его прямого эфира «Вы, ребята, это видели?» внезапно прозвучала гораздо подозрительнее. Он беспокоился не о том, что люди увидели, как он отправляет сообщение, а о том, что они увидели нечто гораздо большее. Среди звука уведомления появилось новое обновление от Тэхёна, и это изменило все. Уведомление пришло в самый неподходящий момент. Тихий звонок, одно обновление, и мгновенно каждой армии по всему миру замер. Тэхён наконец опубликовал что-то, но это была не фотография. Это было не видео, это не было селфи или история. Это было всего одно предложение, одна тихая строка в его ленте. Некоторые вещи становятся яснее, когда смотришь на них вблизи. Ни эмодзи, ни объяснений, ни контекста. Но эти слова были более взрывоопасными, чем любое объявление о камбэке, потому что они идеально соответствовали тому, на что анонимный сотрудник намекал ранее. Присмотритесь внимательнее. Через несколько минут теории посыпались. Тэхён подтверждал отражение, он отвечал Чонгуку, он признавал, что кто-то был с ним, когда были сделаны фотографии. Но настоящий хаос начался только тогда, когда один фанат заметил нечто леденящее душу. Предложение Тэхёна было опубликовано через 1 минуту после того, как Хайп закрыл входы в подвал. Это время не было совпадением. Что-то произошло внутри этого здания, что-то, что заставило Тэхёна заговорить, пусть и ненадолго. И тут внезапно, как его песня в профиле ранее, пост исчез, удален, как будто его никогда не было. Но миллионы уже сделали скриншоты. Тем не менее, удаление вызвало один ужасающий вопрос. Тэхён опубликовал это добровольно или его заставили удалить? Пока фанаты спорили, кое-что еще ускользнуло незамеченным, но ненадолго. Чонгук зашел в сеть, тихо, молча, ни постов, ни комментариев, просто его иконка профиля стала зеленой. А потом произошло нечто еще более странное. Он удалил худи, в котором был во время прямого эфира, из своих недавних фотографий. Не архивировал, не скрыл для близких друзей, а полностью удалил. Зачем стирать кадры того, что он носил той ночью? Если только худи не связывало его с отражением. Фанаты начали собирать хронологию. Тэхён публикует фотографии, Чонгук странно реагирует, Чонгук отправляет личное сообщение, Чонгук внезапно завершает прямой эфир, Чонгук замечен в Хайп, отражение найдено на фото Тэхёна, анонимный сотрудник предупреждает фандом, Хайп закрывает подвал, Тэхён публикует и удаляет загадочное предложение, Чонгук удаляет фото, связанное с отражением. Кусочки пазла складывались в картину, опасную. И как только паника достигла своего пика, Тэхён снова появился в сети. Но вместо того, чтобы что-либо публиковать, он изменил одну крошечную деталь в своем профиле. Один эмодзи, эмодзи Ай. Миллионы поняли это немедленно. Это был не намек, это не было подразнивание, это было предупреждение. Я знаю, что вы что-то видели. Но было ли это послание для армии или для Чонгука, никто не мог сказать. Чего никто не знал, вот что. За стенами Хай происходило нечто реальное. Что-то связанное с фотографиями, что-то связанное с отражением, что-то, что заставило и Тэхёна, и Чонгука действовать так, как они обычно никогда бы не действовали. И на этот раз они не могли это скрыть. Больше нет.